Ребяшки, нихао, как говорится, приветствуем вас в Китае. Не так давно мы показали вам выпуск о бюджетных автомобилях в Китае. И многие из вас написали резонные комментарии. Так, спасибо, конечно, большое, но где Exeed, где Амода и где Чанан? Ребяшки, комментарии по делу. Это вторая часть выпуска о бюджетных автомобилях в Китае. Находимся в городе Гуанчжоу и сегодня посмотрим, сколько стоят бэушные автомобили, прям совсем по низу рынка, а также те самые Амода, Exeed и Чанан. Обзор, поехали! Ребятки, в этом выпуске у нас тоже специальный гость, которого зовут Батыр, и если не ошибаюсь, вот этот бусик космического вида, это наш наш сегодняшний транспорт. Салют! Здравствуйте. Что это такое? Это B1 Han. Сразу ближе к делу, B1 Han. Да. Но у нас сегодня автомобиль, который называется Guangqi E9 Grandmaster версия. Guangqi. Guangqi. Это по-китайски как бы вот ГАК, то, что всем известно. А ГАЦ или ГАК? ГАК. Все-таки ГАК правильно. Ну, ГАК называют, а у нас мы его здесь вообще так не называем, все его здесь называют Guangqi. Машина новая. Да, машина полностью новая, мы ее купили, и у нас уже и на нее есть покупатель в Москве. Сейчас мы сделаем небольшие доработки, здесь у нас в ателье-салоне перешьем полностью интерьер. Перешьете? Да, То есть вы даже этим занимаетесь? Да, даже сразу этим обозначить занимаемся. ваши возможности. Да, мы здесь его полностью Прикольно. будем делать под Rolls-Royce, так сказать, со звездным небом и со всеми делами. Сколько он здесь стоит? Здесь он стоит в районе 380 тысяч юаней, и в Москве у нас по предзаказу он стоит 8 миллионов, а в наличии Жестко. 9 миллионов. Жестко. И перешить вы еще за сколько все это сделаете? Примерно за неделю мы укладываемся, чтобы перешить, переделать полностью. Весь салон? Весь а салон. сколько денег? 150-200 тысяч юаней. Сиденья будут полностью переделаны, установлено 360 градусов поворота, Да в общем, ладно? они будут поворачиваться. Офигенно. Видал? А это все законно, безопасно вообще? Это законно безопасно? Да? Не развалится там на полпути? Ну, здесь нет, и там тоже вроде не должно. Так, мы посмотрим сегодня Амоду, Exeed, Чанан. Да, И еще всё верно. что-нибудь. Мы готовы ехать? Да. Садимся? Батыр, это что? Какой-то надпись «СПА» здесь даже есть. Да, сейчас Что? он тебя отправит Офигеть! и будет делать тебе массаж и сам. Это сильно круче, чем Альфард. Это по умолчанию все стояло? Да, но это вот максимальная комплектация именно в Гранд Мастер. Вот здесь у нас смотри, Массаж пошел. розетки. Сзади еще вот 3, кстати, места. Не 2 кресла, а диван целый. Анбоксинг. Можно снять, да? Да, да, можно. Все снимать не будем, все пленки, да? Машина поедет к клиенту, у нас пленки останутся там, здесь и тут оставим, ну потому что машина не чья-то. Вот тут еще по красоте. И здесь такое. Достойный конкурент Альфарду. Он достойный конкурент вообще всем машинам в своем классе. Ладно, ближе к делу. Камера, Это ж телек можно смотреть, Сзади что микро здесь стоит. происходит. А мне что делать можно? Смотреть видео какое-нибудь, Тиктоки, что ли? тиктоки там, Прикольно. клипы. Батыр, еще несколько слов о том, как в Китае, какая ситуация по машинам, что думаешь вот вообще обо всем. В Америке вообще сейчас полностью стоят против китайских машин. То есть они боятся, Они боятся то, что китайские машины захватят рынок. а Европа? Было такое высказывание от представителей Евросоюза о том, что немецкие машины, европейские, они стоят дешевле, чем в самой Германии. Это серьезно? Да, это есть такое. То есть Это да, именно да, электрические. интересно. Потому что аккумуляторы здесь делаются. Потому что здесь в основном вся база здесь делается, и, соответственно, здесь все дешевле. Теперь самый главный вопрос. О качестве китайских авто, что ты думаешь? Они поняли прекрасно, что не получится делать некачественные автомобили и покорять мир. Они сделали на это очень большой уклон, подключили международных специалистов, просто скупают сейчас эти мозги, так как говорится, да, европейские. Слышали Да, об они их этом. просто сюда пачками загоняют, и они все работают над разработкой этих машин. Допустим, вот эта машина в своем классе MVP, она получается у нас самая безопасная. Китайцы уже, сравнив, значит, со всеми тестами международными, сделали свой тест. В задней стойке кузова есть подушка безопасности. Нифига себе. То есть над этим в том числе сейчас работают европейские инженеры, дизайнеры, конструкторы. Да, все верно. Все те, кто делал те же BMW, Mercedes. Абсолютно. Это у нас гибрид.
Это у нас последовательный гибрид. На гибридном режиме данный автомобиль проезжает 1035 километров. 1035. Батыр, еще несколько слов немножко о себе. Мне 35, в Китай приехал в 2007 году, закончил университет в Гуанчжоу. Ты серьезно прям? Да, Sun Yat-sen University. И основал компанию Eurasia Group. Кстати, откуда ты родом? Я родом из Туркменистана, город Ашхабад. Серьезно? Это наша мечта съездить в Туркмению, но нас что-то все отговаривают, говорят, не надо, это сложно. Но ты привычный к жаре, да? Я привычный к жаре, да, но большую часть я, получается, свою сознательную живу в Китае. Почему вот это происходит? Объясни, пожалуйста, извини, что отвлеклись. Вот эти все товарищи ездят по встречке постоянно, эти мотопедисты. Вот это что происходит сейчас? Да, вот, а вот здесь вот просто гора этих достовистов. Инфраструктура городов, она не рассчитана под вот эти сервисы, была изначально. И вот мы сейчас наблюдаем вот эту проблему. Я думаю, что в ближайшее время они как-то ее будут решать. Что через вас можно заказать? Зубочисток можно 1 000 000 штук заказать? Ну, можно, конечно, но нам, конечно, не интересно, но с перспективой на какое-то дальнейшее... 2 миллиона штук. Нет? Дело не в 2 миллионах, мы просто занимаемся более технологичными товарами. Понятно. Мы одни из лидеров по майнинг-индустрии в России. Опа, так вроде же там биткоин уже не очень выгодно добывать, говорили. Нет, это говорят для того, чтобы... Конкурентов меньше было. Конкурентов меньше, и люди как бы, чтобы меньше... То есть вы возите до сих пор? Да, мы возим. Что мы видим сейчас на дорогах? Мы не видим ни одной Амоды, ни одного Эксида, ни одного Чанана. Вот мы уже достаточно давно едем. В основном эти машины, они находятся там, где они производятся. Вот если говорить Чанг'ань, мы работаем с Чанг'анем очень плотно, с заводом непосредственно напрямую. Получается, если приехать в город Чонгчин, и там присутствует большинство Чанг'ана на дороге. То есть настолько по регионам? Да, по регионам. Здесь у нас Гуанчи завод. Вот, и я обратил внимание, что много гаков на дороге. Да, вот потому что они здесь. Каждый пятый. Они все субсидируются производителями по конкретным регионам. Вот. Здесь BYD, потому что в Шэньчжэне, в Гуангчи, в Гуанчжоу. То есть Китай настолько в автомобильном плане развился, что по регионам у каждого региона есть свой бренд. Каждый прокачивает свою марку. Так, а Амода и Эксиды? В провинции Сычуань я так их много встречал. И в Джидяне они ездят. Скажи, пожалуйста, что человеку из СНГ прежде всего стоит знать перед покупкой китайского автомобиля? Это обращать внимание на бэкграунд производителя, который создает эти электрички, да? Вот, они же сейчас все молодые, всякие Айоны, Аватры, это же все... Ну, Айон, он не молодой, это же, получается, подразделение Гуанчи. А Гуанчи это завод старый, на нем собираются Toyota, поэтому к вопросу к качеству сборки вообще никакого не может быть. Zeekr, это тот же самый Geely, он присутствует активно в России, проблем с ремонтом, поломками вообще никаких не предвидится в ближайшее будущее. Что ты имеешь в виду не предвидится? Потому что уже сейчас очень много завезено машин, очень много завезено запчастей под Zeekr и авторизованных уже дилеров. Они не могут сказать о том, что они прям присутствуют официально, потому что Geely, он может себе это позволить, а Zeekr бренд не может, потому что они собираются выходить на IPO в Америке. Именно но при этом они продают... Но при этом, поскольку это дочерняя компания Geely, Geely может официально предоставлять сервисное обслуживание бренда Zeekr на территории России. Честно, сложилось такое ощущение, вот в Китае уже не первый раз, много времени уже провели, что китайцам лишь бы продавать. Китайцы умеют продавать, и если им даже создать преграды, они найдут обход. То есть они с нашими людьми не быстро общий язык очень нашли. Быстро находят. Ром, 我们就到了吗？形式就在这里啊，但是 Вот ты чешешь по-китайски красиво. Долго учил язык? Ну, 15 лет, можно сказать, уже у меня практики. Что у нас, остановка? Да, остановка, сейчас уточняем, показывает локацию. Куда ехать, да? Ага. Сейчас, ребятки, рекламная пауза, все как вы любите, и едем смотреть машину, наконец-то. Куда мы подъезжаем? Тичуачан, это значит огромный автомобильный рынок должен быть. Ребят, спасибо, что посмотрели, ссылочка внизу, и на Батыра ссылочка тоже внизу. 那你提前不那个了？ Извиняюсь, он не позвонил, они его снесли, этот рынок, и перенесли его, расформировали. Ясно. Ну, сейчас поедем чуть-чуть по-другому.
Так. Exit. Вот оно. Тут даже Hyundai есть. О, вулины стоят. Мы такой вот снимали. Ты эту машину видел до этого? Это новая машина, она только недавно вышла, и Так. она только недавно появилась на дорогах. Подожди, это Ford за 139 тысяч юаней? Да, Вот за этот 140. А вот новый этот Lynk Eco. Там, кстати, битые стояли немножко. Мгм. Интересно. Вот, вот здесь вот Во, что-то вот, разбитое. да. Недавно Тайфун прошел Утопленников? Тайфун, да, был, машин очень много. Вот, тут стоят разные. А что они делают с утопленными машинами? Но они их продают как утопленников или типа не битые, не мятые, все хорошо? Прям фотографии прям видно, что А то есть они честно это делают? А, вот. это же Explorer это новый. Explorer, да. Это что, это Мондео, что ли, новый? Забытые автомобили? Батыр, что думаешь? Вроде приличная машина, Угу. а китайцам оно неинтересно. Нет, что-то их здесь много скопилось. Тоже все Беспроводная зарядка. современно, да? О, Просить открыть? какой подлокотник. Да не, все видно, пойдем Exit лучше посмотрим. Потому что это уже все. И вот несколько лет назад наш рынок покинул Ford. Подожди-ка, подожди. Ёшкин, ребятки, ну вот и смотрите, как все это устроено. Мы просили показать, вообще лучше не придумаешь. Блин, толщиномер просили взять, этот, потыкать, металл посмотреть. А, Есть у тебя такое? Нет с собой? Нет с собой. А что он тут такой стоит? 这个车是怎么了？А, это утопленник. Серьезно? Это утопленник, да. Видишь, сразу в салоне нам говорят, что это По-честному, утопленник. да? Да. Ну вот они его сейчас разобрали и полностью будут заново собирать, и Офигеть. владелец сможет ездить на нем. Потому что он после затопа автомобиль полностью встал и не ездил. Вон они тут все стоят, там разобранные. Все лобовухи вот валяют, я думаю, что прям по ним можно пройти. Вот где вся красота, посмотри. Так, ну это больше похоже на Hyundai сервис. Да. И он какой-то уже подуставший. Сервис подуставший? Ну и сервис в том числе, мне кажется. Как и бренд. Hyundai теряет позиции. Теряет. Китай теряет. Ладно, заходим, пойдемте посмотрим цены. Самое дешевое. Что у них туда? Самое Яха. недорогое. Ребятки, зацените китайский. Вообще так накурено. Почему они тут курят, Батыр? Слушай, ну у нас как-то в салоне Exida вот было бы чуть-чуть поприличнее. Можно мы тут поснимаем немножко? Так накурено, прям очень пахнет. Самый дешевый автомобиль это Вот этот, да? Этот 111 900. Серьезно? Это хороший вообще салон Exida? Какой-то он вообще Слушай, подбитый весь. у нас вообще в Гуанчжоу эксидов, ты как заметил, их У нас нету. это премиум марка, люкс вообще считается. Да, то вот у нас он представлен именно вот в таком эконом-сегменте. Ты вообще видел такие машины, ездил на них? Нет. Но очень бодренько сделана линия, чем-то напоминает BMW. Но при этом в 6 раз дешевле, да? Да. А подороже у них что-то? Вот это, наверное, Подороже. Вот это. да? Ручку, помните BMW? Кажется, даже лучше работает, пятише, чем там. Вот этот автомобиль Самый дорогой. топчик, да? 230-240 тысяч, самая топовая комплектация. 240 тысяч, Да. вот самый-самый Самый топ. топчик. Батырь, посмотри, пожалуйста. Акустика Sony. Здесь все мягонькое. Прострочка ровная, ничего Да. не торчит. Экранов дофигища. Раз, два, три экрана. А, о, смотри, включилось. У вас такое заказывают? У нас такой нет. Почему? Мы, кстати, вообще не спросили, вы продаете там гели, Да, черри, амоды, Exida? Нет, неинтересно. А почему? Ну, поскольку Это же масс-маркет, это же прям это, много это покупает. масс-маркет, а он Хорошие представлен деньги, в нет? России, Да. и много кто уже занимается. То есть проще Лисян какой-нибудь. Да, Лисян, Зикер, Аватар. Но в целом это машина, которая как минимум стоит пересмотреться, можно ее смотреть. Да. Ну, смотрите, диван. Погоди-ка, а это не она ли? 193 тысячи. Это за простую самую комплектацию. Я согласен. И вот подняли еще третий ряд. Просторный, кстати. Видите, сколько там еще места. И для багажа, в принципе, есть. Батыра, есть какой-нибудь вариант купить прям
Дешево. Про Бишкек вот говорили какие-то там мутные варианты. Ну вот мы как раз-таки можем предложить вариант через поставку через Бишкек. А говорят, Бишкек, что-то сейчас лучше с ним не связываться. Потому что они занижают, к примеру, если автомобиль стоит 50-60 тысяч долларов, Да. они указывают его стоимость где-то 20 тысяч долларов, Так. импортируют в Киргизию, соответственно, у него НДС выплачивается меньше. Могут прийти с желанием доуплатить неуплаченное. Это большой объем денег? Сколько это? Насколько скорректирует стоимость Да. от 20 до 40 или до 50, надо будет понимать это уже вот в таких измерениях. Но могут и не прийти. Могут и не прийти. Как повезет. Как повезет. Но если через Киргизию легально все по закону, по официальным По закону. схемам, экономия около 15%, возможно. 13-15%. Ну так задумаешься, может быть, лучше в салоне пойти купить, да и вот это вот, не вот это все, да? Вот, как бы поэтому и не интересно. Поэтому неинтересно, да, хорошо. У нас еще Амода и Чанан. Да. Посмотрим. И БУ, да? Да. Хорошо. Сиси. Секунду, стоп. Амода это и есть черри. Вон она слева нарисована. Дай-ка я зайду и посмотрю. Ну, стоят черри. Это мы уже смотрели все. Телефудение мое. Нету. Амоды нету? Здесь нет Амода, не представлено. Вот эта машина, правильно я понимаю, что она стоит 99 тысяч? 99 тысяч за эту тачку, за 7 плюс? 100 тысяч. Ну 100 тысяч, да. 1,5 литра на автомате, да, на вариаторе. То есть Амода, мне кажется, даже дешевле будет стоить. Ну или вот тех же денег, да, примерно? Примерно так, думаю, будет стоить. Это печально. Ну, это что это за цена? Это у нас дачу можно взять, вот эту машину. Вот она, это она же стоит? Окей, сиси. А вот 7 плюс, вот она. А вот еще вот эта циферка 32 тысячи, какие-то бонусы дает? 32 тысячи, да, бонусов. То есть ты купил машину Тебе за 1 100 000 рублей, и тебе еще 320 тысяч рублей. накидывают Вот. различных допов. Сервисное обслуживание, коврики, там, пленка. На 320 тысяч сверху к 1 000 000. Вот вам и Амода Черри. Вот такая примерная история. У них тут конкретно Амоды нет, но там ценовая политика плюс-минус тоже такая же. Сиси. А это что такое? Мапл какой-то? Мапов. Он здесь часто встречается в такси. Что-то бюджет совсем какой-то, да? Он от бюджета, да. Еще 80, дешевле? 80. 80 тысяч? Вот за эту машину, ряжка, 80 тысяч, смотрите, электрическая. А вот это стоит вообще еще дешевле. Это один из самых недорогих автомобилей в мире. Базовая версия еще недавно стоила 4700 долларов. Одно расстройство. Машина стоит 99 тысяч. Мы сейчас едем в Чанан. Чанан? Да. Вот, кстати, Мустанг электрический, который здесь не покупают, да? Который здесь просто право потерпел полный. А Рапторы покупают? Рапторы, О, кстати, осторожно, осторожно. Как тихо в тачке. Вот на что я обратил внимание. Мгм. Вот мы полчаса уже едем, тишина, вообще с улицы ничего не слышно. Как тебе машина, кстати? Мы же так прилично проехали на ней. Как рулится? очень, очень, очень комфортно. Нравится? Да. Мягко едет. Это вот Чанган. Это Чанганы пошли. Вон они, Парковочного юнит, места. вот это есть, да, это оно. Вот смотри, там тоже стоит. А Да. что как-то их так много? Очень много машин было потоплено за последние... Вот за недавнее вот это Да, вот. вот. Вот, ребятки, пожалуйста. Это звукоизоляция, я так понимаю. Шумоизоляция. Это пол вообще. То есть они сушат, что ли? Да. Просушивают? А если тут дождь пойдет, что, они побегут закрывать это все? Будут сушить заново. Чьи-то машины. Это да, все на номерах. То есть у людей машины подтопило, они сюда привезли их, да? Они привезли, да. Давай зайдем, посмотрим, какие цены. 最便宜的是哪一款呢？像轿车还是 SUV 啊？ Вот этот автомобиль Белый. 86 тысяч юаней. Серия? А могут открыть? Да. 86 тысяч. 拿个钥匙。 Это база 86. Базовый. Есть только в одной комплектации. А если с завода брать прям? Писали в комментариях, что наши дилеры уже давно договорились с заводами и отгружают непосредственно оттуда по еще более низким ценам. Это правдивая Это информация? правда. Скидка у него где-то в районе 15-20% от этих цен.
грубо говоря, вот сейчас мы смотрим, эта машина в России стоит, ну, наверное, там миллиона, ну, 2 условно. А они это купили на 20% дешевле, чем 86 тысяч здесь. Да. То есть в Китае это вот столько, а в России в салоне это вот столько. Что там внутри? Такая хорошая эконом-такси машина. Все аккуратно. кнопочки. Да, и кнопочки любимые ваши. Никаких экранов. Экран есть, но вот и на кнопочках можно. А, бензин. Бензиновый, да. Это машина бензиновая. Прям отлично сидится. Ну, не хуже, чем в Солярисе уж точно. Спасибо. Приобретение у вас. Ключ такой легкий. Так, это у нас самое недорогое. Давайте глянем, что у нас есть подороже. 86 тысяч. Где? В Лондоне. В Лондоне? В Лондоне. В Лондоне? Yes. Да. В Лондоне. Вот это, Вот да, у нас самая машина. дорогая. Да, да, да. 190 тысяч. И бонусов еще 24 тысячи накинуть, да? Да. Вот такое любят в странах СНГ. Чтоб повыше, чтоб чуть просторнее. Смотри, какой сзади диван. Места сколько? Вон, ровный пол. А, это гибрид. Да. Ребятки, это гибрид, стопэ, это еще дорого. Вот какие-то цены есть. Chang'an Unive 135 тысяч. Кстати, новый вот. Какой-то самый новый, да, интересный. Это их подразделение Это их какое-то? подразделение Чанг'ана. Под Чанг'аном бренд Чинюань Как еще раз? Чинюань. Ребятки, учитесь, учитесь И произносить. модель A07. Сзади тоже какой-то своеобразный. Дверь, смотрите, какая клевая. А что это тут такое? Смотри. Какие-то кнопки. А, Ю. Это закись азота, что ли? Это Что это за фигня? запах. Да, это запахи. У него есть 3 разных запаха. Ребятки, смотрите. То есть ты ставишь, который тебе нравится, и она пахнет. Это беспроводная зарядка. Шичи 170 тысяч. Самый низ? 是最普通的版本吗？还是最贵的，самый дорогой? 最贵的 Самый дорогой 170 тысяч, а самый дешевый? Ну, 158 тысяч. Самый дешевый. Послезавтра выйдет уже полностью анонс реальных стоимостей, потому что это это просто новье прям. Да. Новая машина. навьет. А, он с автодоводчиком двери. Да. Да, и задние тоже. Что в багажнике? Ну, как Шкода Октавия Да. поднимается вместе со стеклом. Это гибрид. А, гибрид. Ну, вообще хороший вариант. Батыр, ты думаешь, что таких машин будет еще больше? Да, в следующем году, я думаю, компания Chang'an, завод, производитель Chang'an, представит нам очень много новинок. Откуда информация? Непосредственно от Chang'an. Серьезно? Да. И тем не менее, можно еще дешевле. Это БУ автомобили. Да. Насколько просто привезти вот в СНГ БУ автомобили? Так же, как и новый. Есть место, где можно посмотреть Да, такие варианты? есть. Поедем? Поедем. Ребятки, поедем, посмотрим. Ты нас в хорошее место привез. Да? Вот такое оранжевое и красное. Можно отправить? Но он здесь дорого будет стоить, потому Да? что Почему? у него налог. А есть какие-то нюансы по покупке БУ машины в Китае? Какие-то налоги? Да нет. 10-летнюю машину старую в Китае Ну ты на купить? нее просто на номера не поставишь Так большого все города. нормально. А, ну какие деревенские только. Ну да, деревенские можно. Крузачок, смотри, 200-й. Трехрядный, кстати. Сколько тут всего интересного. Бэха стоит 268 тысяч. Ну это старая, скорее всего, 15-го года. А что так дорого-то? Потому что импорт, пошлина импортная. Вот, А. к примеру, свежая Тесла, Тесла. 21 год, Why? март, 240 тысяч юаней. Дешевле, чем старый X5. Вот две электрички. 23 год, 185 тысяч юаней. 35 километров. Это А, ну новая прям машина. новая машина. О, Что у них самое? новая 270 тысяч стоит. А Они это? ее продают за 185. А что так дешево? На 100 тысяч дешевле? Разница счет. Офигеть, 100 тысяч разницы. А что у них самое, как бы самое недорогое? Вот эта машина стоит 55 тысяч юаней. С 2020 года 351 километр может проехать на полном заряде. Ага. 351公里充四线。 10 тысяч тут есть машина какая-нибудь? За 10? Ну, за 15, вот такие. Ну Что пойдем тут тогда написано? посмотрим. Здесь есть. Здесь есть. Китайцы вообще бэушные машины вот так на рынках покупают? Да, активно.
А у дилеров не лучше купить там вот эти трейдиновские? А здесь какие-нибудь? тоже такой же трейдинг. Ты приезжаешь на своей машине, Да. они ее оценивают, и прям производишь замену, доплачиваешь сверху разницу и забираешь автомобиль. Это что, подожди, там еще вот все уходит рынок? Это вот здесь вот так вот все в рынке. Блин. Вот вам показатель, ребятки, смотрите. Lexus 768 тысяч. Да, и год у него 19-й год. Это из-за пошлин такая цена. Дальше идем, смотрите. Медленно двигаемся. Porsche пробегал сотка. 22-го года. И Лисян в 2 раза дешевле. И это у нас 23-го года этого года машина. Новая машина, топовая, стоит в 2 раза дешевле, чем Пробегом вот эти бензиновые. 13 тысяч километров. Сколько? 13 тысяч. 13 тысяч? Лучшее предложение за свои деньги. А новый сколько стоит? Новые в районе 500 тысяч, по-моему, стоит. L9 это L9 Max. Максимальная комплектация. То есть можно в Китае взять машину с пробегом китайскую, прям в идеальном состоянии, В как идеальном новую, состоянии, конечно, можно. и с заметной скидкой. Да. А через вас? Конечно. Ну, вот, к примеру, Альфарды, да? Вот смотри, они стоят, вот старый Альфард, Ого. смотри, сколько он стоит. Так, 21 года, Да. пробег, 8600 километров прошел и стоит больше 1 000 000 юаней. И сравним с тем, да, Гуанчи Е9. 1 000 000 юаней. 1 000 000 юаней. В Китае тоже действует эта история с заградительными барьерами, Да. чтобы да. покупали китайские машины. Да. Слушай, а почему нигде, ни разу, никогда никто нас не спросил, что снимаете? Молодой человек, разрешение есть? Китай к этому относится спокойно, потому что здесь все тиктокеры. Все тиктокеры? Все тиктокеры. Так, вот Гуанчи гибрид. 50 тысяч, пожалуйста. GS4. А эту машину уже вот только что купили. Да? Да, вот. А почем? Купили, ее забирают. За 86 тысяч юаней. Есть прям копеечный. так сказать. 俄罗斯. Да. Что говорит? Русские наши хорошие друзья. Так и сказал, что ли? Ну да. Понятно. Но тут немцев много. Немцев, Что да. они с ними будут делать? За такой ценник? Пересаживаются на китайские машины. Нет, просто вот эти, что люди с ними Я будут не делать? знаю, они падают сейчас в цене. Вот что надо покупать. Звук какой, а? Старенький боксер. Хорош. Такой прям настоящий рынок. Моют, чистят. Да, все, подготовка. Полировочка. Вот BYD 49, Тоже полтосик. 50. 139, 119. New. Цена нового автомобиля А, вот. 368 тысяч юаней. А пробег сколько? Пробег у данного автомобиля 37 тысяч километров. 21 года автомобиль. Пожалуй, самый такой лайфхак — это купить с пробегом топовую машину здесь. Топовая машина. Вот здесь. топовая машина, там разница ощутима. Подожди, вот RAV4 стоит Ага. за ту же цену, что и 20-го Nio года. топовый. Вот, пожалуйста, Ford. 43. Вот, наш вариант. 38 тысяч Toyota. 144 тысячи. Ты что, она походит еще? Ну, я думаю, вполне. 368 тысяч. А вон танк какой. Вот. Танк, по-моему, Да. да, танк стоит за 280. И на 100 тысяч дешевле танк. В обвесе, в цвете. Свеженький. С маркизой даже. Типа автодома, что ли? Да, там кровать. Вон, кровать Ага. у него там. Вариант. Очень. Ребяшки, выбор бешеный в Китае. Но, видите, есть нюансы по ценам в плане лучше в Китае покупать именно китайский автомобиль. И вот человек, который может вам с этим помочь. Вот, и огромное спасибо. Спасибо. Такой привезете? Проведем. Серьезно? Да. Спасибо еще раз. Спасибо. Ребяшки. И по красоте, вот покажите, пожалуйста. Но в Китае лучше покупать китайские машины. Ждем ваши комментарии, увидимся. Пока.